Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, то наверняка задались вопросом, чем необходимо подкормить лук и чеснок, чтобы они были крупными, и какая же должна быть подкормка лука для увеличения головки, потому что на календаре июнь, а это значит, что не за горами время собирать урожай лука в этом году. Лук, как вы, наверное, хорошо знаете, можно сажать и выращивать на почвах любого типа. Все, что нужно луку для хорошего роста, это солнце и тепло. Чем больше солнца вы ему дадите, тем нежнее и слаще будут луковицы на вкус. У меня на грядке подзимый лук, который я вырастила из лука-севка. На второй год при высевании мелкого лука-севка получаются крупные сочные луковицы. Посмотрите, какие красавицы! Из этих луковиц я выберу самые красивые и в следующем году высажу на семена. Они зацветут, а затем завяжут так называемую чернушку – семена лука. Что требуется луку, кроме солнца, влаги и тепла, чтобы сформировать большие головки? Чем подкармливают лук для больших головок? Конечно же, размер плодов, в том числе и луковиц, зависит от количества азота, которое смогло усвоить растение. А это значит, что подкормка лука на репку или на большую головку должна быть именно азотными удобрениями. Лучшие органические удобрения, богатые на азот, это, конечно же, водные растворы, приготовленные из навозной жижи, мочевины, компоста, куриного помета или зеленой массы, богатых на азот растений. Первую подкормку органическими азотными удобрениями, я надеюсь, вы уже сделали. Но вкратце напомню, чтобы видео было более полезным. Через 1,5 месяца после появления всходов в моей климатической зоне, а я живу в центральной Украине, это примерно середина мая, лук следует подкормить жидкой подкормкой, приготовленной из органики. На 10 литров воды 1 литр навозной жижи или 700 мл птичьего помета. Если с органикой у вас сложно, можно сделать проще – применить минеральное удобрение. Обычно для первой корневой подкормки лука используют полное минеральное удобрение, например, нитроамофоску. Из расчета 80-120 грамм на 10 литров воды. Чем тяжелее почва, тем больше норма внесения. Также в первую подкормку можно подкормить лук всего по листу или по перу. 10 грамм мочевины или карбамида на 10 литров воды, плюс стакан золы. Это источник калия, фосфора и микроэлементов. Так лук быстро наращивает зеленую массу и не задерживается в росте. Через 3-4 недели подкормку повторяют. Вот об этой второй подкормке сейчас и речь. Я уже подкормила лук-севок, который растет на моей грядке, органикой. Использовала куриный помет из расчета 0,7 литра на 10 литров воды. Для начала созревания добавила калийное удобрение к органике в виде обыкновенной золы. Вот так выглядит лук через неделю после второй подкормки. У меня посажены 4 вида репчатого лука. Белый, красный и еще 2 вида обыкновенного лука-севка. Один сладкий, а другой острый. Острый сорт более поздний, он еще растет в полную силу. Для лука-севка сроки сбора урожая зависят от сортов и составляют от 90 до 130 дней от начала посадки. Я сажала лук-севок прошлой осенью, поэтому буду убирать его примерно на 20-30 дней раньше, чем те огородники, которые занимались посадкой лука весной. Поскольку органическая подкормка иногда оставляет неприятные следы на поверхности луковиц после полива, чтобы их убрать, после подкормки полейте лук чистой водой, чтобы почва промокла на глубину залегания корней, и после того, как она просохнет, прорыхлите почву. Если с жидкой органикой у вас плохо, ее можно заменить минеральными удобрениями. Для второй подкормки лука используют аммиачную селитру из расчета 10-20 грамм на 10 литров воды или калиевую селитру, пропорция 20 грамм селитры на 10 литров воды. Что касается так называемых зеленых удобрений и подкормок или бродилок, которые огородники используют как альтернативу навозу, то их тоже вполне можно использовать для второй подкормки лука, чтобы головки были крупными. Многие пользуются зеленым удобрением из раствора крапивы, но я убедилась на своем опыте, что крапива плохо уживается с луком.
Поэтому использую для таких зеленых подкормок лука ботву бобовых, богатую азотом. Горох, фасоль, люпин, добавляю одуванчики. Вот рецепт зеленого азотного удобрения для лука и чеснока. Наполните большую емкость измельченной зеленью бобовых примерно на 2/3 объема, залейте теплой водой, покрыв зелень полностью, и дайте настояться примерно неделю. Для корневой подкормки концентрация удобрения используется в пропорции 1 к 10. 1 литр зеленой бродилки растворите в 10 литрах воды и полейте лук-севок под корень для крупных головок. Древесную золу, как источник калия, тоже можно предложить луку за 2-3 недели до начала сбора урожая для завершения процесса созревания луковиц. Кроме древесной золы, в качестве удобрения, завершающего процесс созревания лука, я часто использую гумат калия, делая внекорневые подкормки в этот же период, примерно за 2-3 недели до начала сбора урожая. Другие виды удобрений, которые можно использовать для подкормок лука. Коровяк или навоз – 1 часть на 10 частей воды. Птичий помет – 1 часть тоже на 10 частей воды. Древесная зола – тоже 1 часть на 10 частей воды. Вносите удобрения при поливе в промежутке 8-10 дней. Подзимный лук в нашей климатической зоне обычно готов к сбору уже в середине июля, в зависимости от погодных условий. В последней фазе созревания полив следует полностью прекратить, чтобы вызревание шло быстрее, и обработать медь содержащими препаратами от гнили. Я обычно опрыскиваю лук медным купоросом примерно за неделю до сбора урожая. После этого он хорошо хранится, практически до следующей весны. Хорошего урожая! Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Может, кому-то в этот момент тоже очень важно знать, чем подкормить лук, чтобы он был крупный и завязал крупные головки. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!